Эх, 60-е. Непростое время для Америки, да и для всего мира. Разгар холодной войны, начало вьетнамского конфликта, полеты людей в космос. Трудности были и в карьере Кубрика. С известностью потихоньку приходила и популярность. Более крупные студии и инвесторы начали замечать таланты и необычный стиль режиссера, который уже тогда привлекал внимание. Последняя работа «Тропы славы» окончательно убедила киноделов, что Стэнли можно доверить работу и покрупнее. Как я уже упоминал, Кирк Дуглас был очень значимой фигурой в кино на тот момент. Не только как актер, но и как продюсер. Именно ему принадлежит идея создания эпичного пеплума по истории восстания Спартака. Вместе с компанией Universal Дуглас собирает 12 лямов баксов и настаивает на том, чтобы режиссером был именно наш талантливый кусок дерьма. На тот момент Кубрик и Харрис сидели-пердели без работы, и Дуглас предложил Стэнли возглавить проект за 5000 баксов в неделю. Кубрик согласился, даже не читая сценарий. А кто бы отказался? Уже позже режиссер не раз плевался и нелестно высказывался о сценарии и истории, показанной в фильме. Многие кубриковеды даже не включают картину «Спартак» в ряд прочих работ гения. Кубрик и сам открещивался от ее авторства. Он был лишь так называемым студийным режиссером, таким, который ничего особо не решает. Но мне на это наплевать. Я считаю, что нельзя просто взять и выкатить дерьмо от своего имени, получить деньги за его прокат, стать всемирно известным, а потом говорить, что это не мой фильм, меня подставили. Такими оправданиями тебе не избежать критики в этом видео, Стэнли. Производственный процесс был очень сложным. Такие гигантские корабли тяжело плывут и не могут топтаться на месте. Сценарий несколько раз переписывали. Играть главную роль, конечно же, самолично вызвался Дуглас. И я даже знаю основную причину выбора им тематики гладиаторов и эпических сражений времен Римской империи. Нет, это не захватывающая история борьбы рабов за свободу, права и равенство, а скорее отличная возможность покрасоваться своим накачанным прессом. И этого в фильме и правда дохуя. Самолюбование Дугласа здесь достигает эпических масштабов. Поговаривают, что и характер у Кирка очень сложный и говнистый. Мало того, что он позволил себе увольнять других актеров на площадке, так еще и часто в экшн-сценах в пылу чувств пиздил и халечил весь каст актеров. Например, в сцене с убийством главного тренера гладиаторов Кирк сломал к бедолаге челюсть, окунув его в котел с супом, что в итоге попало в финальный монтаж. Помимо всего производственного ада, конфликтов между Кубриком и Дугласом, который желал побольше сэкономить на съемках, серьезно стояла проблема со сценарием. Все члены процесса съемок видели фильм по-разному. Сценарист Трамбо хотел видеть фильм разговорным и историчным. Дуглас экшоновым, мясным, и чтобы можно было торс показывать. А Кубрик пытался вложить в него дополнительную глубину. Например, показать моральное разложение Рима, как следствие распада империи. Именно поэтому мы видим столько завуалированных намеков на мужеложество, похоть, коррумпированность и чинопочитательство коренных граждан Рима. Но по итогу половину таких сцен вырезали, половину забанили цензоры, а то, что осталось, мы можем увидеть в фильме. Кубрик также добавил в ленту все боевые сцены, которые изначально забыли туда положить, отчего картину хотя бы можно смотреть не зевая. Сказать по правде, первый просмотр мной «Спартака» вызвал рвотные позывы. Но, готовясь к этой рецензии, я, как настоящий профессионал, пересмотрел все работы режиссера. И второй просмотр слегка поменял мое восприятие в более положительную сторону. Первая часть фильма так вообще чистый Кубрик, до непосредственно самого восстания. Главный герой, раб, который не хочет всю жизнь хуярить в шахте, нападает на охранника-легионера и смешно кусает его за сухожилие на ноге, за что и попадает в гладиатор. Там происходит первая, и я бы даже сказал, увлекательная часть фильма. Спартак учится сражаться, завоевывает авторитет среди гладиаторов, влюбляется в служанку школы, а фоном нам показывают нестабильную политическую обстановку в Риме и всякие игры престолов, которые вы так любите. В один прекрасный день на виллу школы гладиаторов заваливается пара римских мажоров со своими хамоватыми бабищами и заказывают показательные бои насмерть, чисто для них одних, что в школе гладиаторов не практикуется. Проходят бои, Спартак теряет пару корешей и мажоры уезжают, прихватив в качестве бонуса подружку ГГ. Но тут у нашего мистера Торс 1960 сносит крышу, и он начинает убивать всех господ, отчего и поднимается восстание. А дальше начинается какой-то фарс и цирк с конями. Все куда-то бегают, собирают войска, празднуют под веселую музыку победы, поют песни. Спартак отбивает свою Тиан. Начинаются унылые любовные сцены. Она беременеет, он воюет. Все очень скомканное и даже несмотря на большой бюджет бедно. Все речи Спартака звучат пафосно. Действо карикатурное, а сюжет на этом моменте послан по пизде. На экране происходят события, но в них нет абсолютно общей структурной целостности и динамики первой части фильма, которая была неспешной и обстоятельной. Даже битвы уже проходят за кадром. Нам просто вываливают в диалог кучу событий, которые якобы уже произошли где-то там далеко. Римляне разбиты, мой господин, вот куча доспехов и золота с их поселений.
Корабли приплыли в порт и ожидают, но их перекупили злые пираты, и они сейчас уплывут. А можно хоть один кораблик показать? Задаю я справедливый вопрос. Но нет, вот вам еще немного ямочек на подбородке Кирка Дугласа. Короче, ужасно. Мы подошли к финальному сражению. Тут у нас классика. Армия рабов и гладиаторов в миллион раз меньше злых римлян. Героически принимают бой и проигрывают. Они теряют свободу, но не теряют достоинства. Римский главнокомандующий подходит к горстке взятых в плен рабов и предлагает сделку. Покажите мне Спартака, и вы просто будете дальше рабами до конца жизни. Или вас всех распнут на крестах вдоль дорог до самого Рима. Сам Спартак поднимается, но раньше него скакивает другой раб и кричит «Я Спартак!». Его подхватывают другие. И так родилась одна из самых культовых сцен в кино, которую, кстати, придумал не Кубрик, а сам Дуглас. Вообще, по итогу всех прибивают на кресты, а женщина Спартака уезжает с сыном в закат. Что можно сказать? По вышесказанному может сложиться впечатление, что фильм не стоит внимания. Но это не так. Он может понравиться любителям пеплумов, как фильмы «Царство небесное» или «Гладиатор» Ридли Скотта, «Троя» Петерсона или «Храброе сердце» Мэла Гибсона. Но я, наверное, просто вырос из такого кино. И оно уже не может впечатлить такого старого пердуна, познавшего вечное. И пусть я много говнился, но я прям не могу сказать, что он так уж плохо. Да, история проста, а сюжет освобождения угнетения вечен. Да, историчности тут мало. Но все же для общего развития ознакомиться с культовой классикой стоит. Опять же, можно на пресс Кирка Дугласа посмотреть. И шикарную местами съемку. Автор идеи — сам Щит. Текст читала Хижина.